Приветствую, с вами канал Python Hub Studio, и так как видео выходит в преддверии Нового года, желаю всем хорошо отдохнуть на выходные. И мы стремительно переходим к теме этого видео. На нашем канале мы уже разобрались с основными темами ООП, и было бы интересно рассмотреть полный код программы, написанный в стиле ООП. Поэтому я набросал небольшую утилиту, которая замеряет показатели загрузки ядер процессора оперативной памяти. Что она умеет? Кстати говоря, вы сможете скачать по ссылке в описании к видео с GitHub. Что же сможет данная программа, кроме того, что завершить работу? Во-первых, после запуска она отображается и показывает нам в режиме реального времени загрузку каждого ядра процессора. Сколько бы их не было на компьютере, она их посчитает и будет отображать именно ваши ядра. И загрузку оперативной памяти. Кроме того, при нажатии на кнопку Move ее можно будет переместить, куда вам удобно. Нажимаем она обратно, убирается рамка. Потом здесь Hide. Что значит? Убираем мышку, она сворачивается. Наводим, она появляется. Очень удобно. Программа всегда поверх любых окон, которые есть у вас на компьютере. Потом, далее, минимальный режим. В данном режиме отображается общая загрузка процессора и оперативной памяти. Естественно, ее точно так же можно переместить, куда вам необходимо. И здесь вы можете перейти в полномасштабный режим. Move, опять ее переместили. И опять, к примеру, ее скрываем, если на нее не наведена мышь. Так, повторюсь, полный исходный код программы доступен по ссылке для скачивания на GitHub. Я в конце видео покажу, как это сделать. Итак, немножко рассмотрим программу. Программа состоит из трех модулей. Первый строит графический интерфейс. Второй, вот этот второй. Значит, здесь у нас происходит обновление виджетов в нашем окне. И третий использует модуль Psutil для того, чтобы замерять показатели оперативной памяти и загрузки процессора. Для того, чтобы установить модуль Psutil, он не является стандартной библиотекой. Для этого необходимо в командной строке ввести pip install Psutil. Итак, кратко о коде. Если вы захотите, голосуйте в комментариях, ставьте плюсик, чтобы мы устроили подробный разбор этого кода с его написанием. Итак, в основном документе происходит импорт всех необходимых библиотек. Здесь у нас класс Application, который наследуется от класса TK и от класса Configure Widgets, который находится во втором модуле. Здесь у нас модуль init. Прорисовываем окно. Следующий модуль у нас запускает другой метод, который строит виджеты главного окна. Здесь у нас создаются прогресс-бары. Все продокументировано. Здесь у нас отдельно метод, который у нас делает следующее, то есть строит малое окно. И здесь два метода, которые реагируют на события движения мыши, наведения или убирания мыши с нашего окна, то есть приложение наше исчезает или появляется. Так, вспомогательные этот и этот методы очищают содержимое окна, то есть удаляют виджеты при переходе от максимального к минимальному режиму работы программы. В этом модуле у нас здесь конфигурация, то есть обновление виджетов. То, что вы сейчас видите, происходит. Это делает этот метод. Он находится в классе. И то же самое, значит, здесь этот метод делает следующее. То есть раз, два мы с вами можем менять, есть рамка вокруг окна или нет. Очищение виджетов. И сейчас, так, давайте перейдем в малый режим. И обновление данных двух виджетов происходит в этом модуле. Идея написания данной утилиты возникла потому, что очень удобно, по моему мнению, следить, если это необходимо, следить за показателями работы вашей системы не через диспетчер задач, а через небольшую утилитку, которая находится на вашем рабочем столе. Вы ее попробуйте, можете скачать и запустить на своей машине. Сейчас посмотрим, как это сделать. После клика по ссылке в описании к видео вы попадете на эту страницу GitHub, где доступны файлы этой программы. Программа с открытым исходным кодом, поэтому вы ее можете без проблем скачать. Во-первых, можно посмотреть каждый файл отдельно или нажать сюда. И здесь Download Zip. Нажимаете, скачиваете себе на рабочий стол, например. Так, пусть будет на рабочий стол, сохранить. Она скачивается в файле zip.
потом вы его просто распаковываете, и там уже готовые файлы данной программы. Итак, мы ее скачали, закрываем браузер, вот он, файл zip, извлечь текущую папку, мы его удаляем, и вот файлы этой программы. Здесь Redmi лицензия, свободное программного обеспечения, и вот этот файл CPU RAM Usage Monitor Bar, он является основным, то есть вы его запускаете, и эта программа работает у вас на компьютере. И обратите внимание, еще раз напомню, здесь используется для построения графического интерфейса библиотека Tkinter и модуль Psutil, который не является стандартной библиотекой. Чтобы его установить, вы запускаете командную строку, прописываете команду pip install Psutil и загружаете ее. После этого эта программа работает у вас на компьютере. Если вы захотите полный разбор этого кода, голосуйте, и повторяю, в комментариях плюсиком. И я запишу небольшой плейлист, в котором будем разбирать этот код. Так, у меня несколько пайтонов установлено. Давайте так, pip39, так, pip3.9 install Psutil. Если во время установки Psutil у вас возникла ошибка, переходите по ссылке в описании к видео на видео, где разбирается данная ошибка, на пути ее решения. На этом в принципе все. Я думаю, данная утилита будет вам очень полезна. Устанавливайте, пользуйтесь, смотрите, разбирайте код, задавайте в комментариях вопросы. Еще раз поздравляю с наступающим Новым годом. До следующих видео. Пока.